Клим Александрович, давайте все поясним нашим зрителям, кто такой последний викинг. Ну, это имеется в виду, конечно, Карл XII, король Швеции, который очень сильно поссорился с Петром I и еще кое с кем. Август Сильный его фамилия была, курфюрст Саксонский, а заодно король Польши. Да, и, кстати говоря, с датчанами одновременно он воевал. Это была одна из сильнейших армий на тот момент. Она была не одна из сильнейших, если мы говорим конкретно про Северную и Восточную Европу, она была самая сильная. Потому что поляки к тому времени совсем уже до мышей деградировали. Потому что, вот это удивительно, но в конце 17 века, вот там 1690, там какой-нибудь 9, 1700, они могли войск выставить в разы меньше, чем в 1654 или там 1648 против Хмельницкого. То есть армия Польши начала 18 века без вариантов проиграла бы армии Польши середины 17 века, хотя и научный прогресс... Но это там достаточно прогресс... большой разрыв, потому что страна-то уже меняется за столько лет. Да, но я говорю, что они чудовищно деградировали. И поэтому, когда стало понятно, что все, мы на Черное море не идем, это было просто в то время чрезвычайно тяжело, несмотря на со второго раза взятие Азова и так далее, пришлось все отдавать в итоге туркам. Ну, мы уже в дебри какие-то залезаем, вернемся к Северной войне. Это самое главное, что, а выход к морю был нужен. Ну, а если не черный, то какой? Это же Балтийское. А там шведы, которые считают его своим внутренним озером. И еще там по итогам смутного времени и по итогам 13-летней войны у нас просто оттяпано вот все, Ленинград, где я живу, и вот это все было натурально шведское. Финляндия, вот все, да, Ленинград, Карелия. Ингерманландия, то, что называется старинным, так сказать, древнерусским термином. Это все было за Швецией. Петр I решил дело вернуть. А для шведов это, естественно, был нож острый. И поэтому там вариантов не было, закусились очень сильно. Ну и наша армия должна была начать с того, что взять Нарву. Прорубать окно в Европу. Да, а дверь забыли прорубить. Окно прорубили, а дверь забыли прорубить. Так в окно и лазили. Вот. И получилось так, что наша армия, кстати говоря, большая, хорошо укомплектованная. 40-тысячная. Ну, где-то там... Примерно так. До человека это сложно очень посчитать. Ну да, там было порядка 40 тысяч. Столкнулись с гораздо меньшей армией шведов. Но она просто на тот момент была гораздо более управляемая, лучше вымуштрованная, с лучшим офицерским составом. И мы там таких пинков чудовищных получили. Просто чудовищных. Ну тоже, кстати говоря, вот это тоже удивительно. Вроде бы начало 18 века, но эта армия в этот момент была хуже, чем у Алексея Михайловича где-нибудь там в Великом Государевом походе 1654 года. То есть у нас тоже вот эти вот наши мероприятия с восстаниями стрельцов, с междуцарствием, с передышкой, с очень недолгим правлением Федора III, Федора Алексеевича, старшего брата Петра I. Потом, собственно, междуцарствие с переворотом царевны Софьи. Вот армия просто превратилась в тень самое себя. Там большой кавардак такой был в те года. Просто посмотрите, как мы сейчас тормознули, кажется, на моменте. Вот это шведы наши, а у нас были стрельцы, по сути. Вот как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Стрельцы тоже были. Вот такие ребята у нас, ну, просто если в голове это представить, как эти армии выглядят, то и можно от этого сделать вывод об подготовке примерной. Ну, все-таки у нас, во-первых, были два гвардейских полка новых, Преображенский и Семеновский. И, что очень важно, были старые московские выборные полки. А выборные, значит, отборные, наилучшие. И вот, собственно, 3 полка, это Преображенский, Семеновский и первый московский выборный полк. Который впоследствии стал называться Лефортовским. Да, ну в этот момент он был... Графа Лефорта. Он был, да, Лефорт помер за год до Нарвы, не дожил чуть-чуть. Подвел, чем уважаемый Спицын воспользовался. Нет, я не имею никаких претензий, если там докапываться, конечно, до таких фактов. Ну, на Спицын прав. Но полков стояло 3, никак. Один из них просто не назывался гвардейским. Ну да, это был московский выборный полк. В этот момент он был полком Адама Вейда, потому что в то время очень любили почему-то, я не знаю почему, называть полки по имени командующего. Вот, генерал Адам Вейда был командиром этого полка. Причем московский выборный полк, их было 2 всего московских выборных полка, это не полк. Потому что по нашим понятиям это бригада.
Потому что вообще полк это где-то там около 1000 человек, а если мы говорим про стрелецкие приборы, приказы, то есть полки стрелецкие, они вообще по 500 были. То есть батальон по-нашему. А московский выборный полк первый, там на какой-то момент доходил до 6000 человек. То есть это бригада полноценная, полдивизии. Точно не помню, в каком он был комплектовании к Нарве, но это все-таки немного не совсем тот полк, который полк. В его голове генерал стоял, блин, не полковник. И плюс, конечно, конница Бориса Петровича Шереметьева была. Вот про нее почему-то все время забывают. Вот эти вот Я извиняюсь перед своими слушателями. Я не могу уместить столько фактов, столько людей, столько имен. Там, безусловно, было самоотверженное сражение, и очень много людей участвовало. Ну, невозможно это все уместить в песню трехминутную, как нам сказали. Сейчас. Я говорю, в 3 часа ты не расскажешь, если словами говорить, потому что уж очень там больно все насыщенно было. Да, но шведы выступили отчаянными молодцами, потому что они умудрились, атакуя превосходящие силы, что вообще-то не положено делать. Наоборот, нужно, когда тебе меньше, лучше сидеть в обороне. Но они превосходящие силы атакуя, сбили с их с позиций. Ну и да, наши выступили настолько плохо, что была потеряна вся артиллерия. В общем, армию, как тактическое нечто, шведы помножили на 0. Остались вот тут натурально конница Шереметьева и 3 полка остались, которые отступили в порядке. После этого Петр очень сильно задумался, что же делать-то. Да, надо что-то было делать. Вы больше с исторической точки зрения, а мне нравится оборачивать это все в какие-то вот мифологические и более художественные образы. Сейчас я расскажу историю. Ну как история, это вот легенда, которая оттуда и выросла. То есть, когда вот 40-тысячное войско Петра было разбито, в поле осталось только 3 полка обороняться. А это была зима. Был глубокий снег, ну, так гласит легенда наша. Был глубокий снег, и издалека люди стояли по колено в снегу, а сражение было настолько ожесточенное, что кровь капала на снег, и издалека казалось, что они стоят по колено в крови. И с тех пор Петр I наказал своим гвардейцам носить красные чулки, ввели в униформу, и чтобы помнить о том сражении, как стойко стояли те полки. Я не знаю, правда это или неправда, но легенда, тем не менее, красивая. Да, смахивает на какой-то апокриф, конечно. Со снаряжением-то в то время в цвета было у нас так. Вот какое сукно есть, вот такое мы и оденем. Потому что они же все эти цвета получили не потому, что вот это там, думаю, надо бы, чтобы преображенцы были синие, а семеновцы зеленые. Идеально. Нет, у нас просто было синее сукно, вот и ходили в синее. А для этих было и зеленое. А у них было разное? Я думал, они зеленые все были. Нет, у них же форма разная. Разная, да? Конечно, да. Я фоток не видел. Вот, тем не менее, нужно посмотреть хотя бы не фотки, а, да, очень сильно устаревшее, но это монументальный труд Висковатого описания русской армии. Много-много, не помню, там 15 томов или 20. Ну, в общем, огромная работа. Я думаю, нам с нашим зрителям не стоит столько читать. Нет, ну я к тому, что если кто-то хочет вот, к началам историографии нашего военного дела, это Висковатов, конечно, с него нужно начинать. И он первым описал так подробно вообще всю форму от сих до сих. То есть до 19 века включительно. Хочу вам показать пару. Да? Сейчас стоп-кадр какой-нибудь сделаю. Смогу ли я поймать? Я очень заморочился над этим моментом. Вы сейчас просто про форму говорите. Сзади там, в общем, штандарты, флаги развиваются именно Семеновского полка. Я его искал. И Преображенского. Их можно, в общем, в каких-то стоп-кадрах поймать, различить. Я это прям вот они. Да. Я это прям искал, как это выглядит. Оказывается, это вот так вот выглядит. Очень здорово, что ты их нашел, потому что мы знаем не только, как они выглядят, а можно их руками потрогать. Проблема в том, что у шведов они. Ага. В Стокгольме. Они с той битвы там остались? Да. Вот. Ну, я думаю, у нас тоже пару шведских знамен-то лежит. Но не с той битвы, с другой. С других битв. С других. Но, тем не менее, несколько знамен и преображенцы, и семеновцы потеряли в этом сражении.
То есть шведы их притрофеили, они в Стокгольме, в музее армии. Все-таки я приврал немножечко, сохранив свое знамя. Нет, они буквально не все знамена сдали, конечно, но много знамен поотнимали шведы. И они в Ливрустkamaren в Стокгольме лежат, я их там видел. Ну, для наших зрителей поясним, что тогда завоевать знамя, это было, как все, победить противника. Знамя пало. Не знаю, ну как-то так. Это, конечно, символ такой, да, это все-таки не средние. Символизм. Это все-таки не средние века. Управляемость войск была тотально выше, и потеря знамени не означала прям каких-то неисправимых проблем. Ну, однако, половину знамен потеряли и преображенцы, и семеновцы, но почему-то как-то все у них было в порядке. Ну, да. Очень смешно по поводу знамен, когда в наполеоновские войны мы регулярно у французов какие-то знамена отбирали. А французы говорили, нет, ничего не отобрали, потому что мы... Вот у нас копия. Потому что мы и французы знамена считали разные. Для нас знамя это полотно, а у них это палка с орлом. Полотно это пофигу вообще. Тут как римляне вот это. Да. С аквилами. Вот аквила это у них считалось за знамя, а тряпка это просто тряпка. А мы тряпку забрали и радуемся, а французы говорят, господи. Интересно. Я не знаю, стоит ли нам дальше это досматривать. Мы уже так все проговорили плотненько про это. Чтобы просто уместиться в наш эфир, можем досмотреть. Давай досмотрим, чего. Ну, давайте там. Вот, про знамя. О, да. Все-таки пару знамен у нас утащили. Даже чуть-чуть больше, чем пару. Их там богатая коллекция. Ну, когда создаешь песню, хочется какой-то художественный образ создать, Да. и интересный, и слова подобрать. Он еще тогда царем был. Армия царя. Да, конечно. Ну, как Это мы уже понимаем, через 20 лет он станет императором. Как мы понимаем, император и царь это одно и то же синонимы. Синонимы, да. Вот. Но, да, Европа признает Петра императором вот именно в таком наименовании уже в конце Северной войны. Давайте немножко проясним. Вот ты царь, Да. это у тебя одна страна. Да. А император, когда тебе еще у тебя есть какой-то вассал. Ну, и империя, вполне очевидно, это несколько территорий, соединенные под одним человеком, троном, короной, неважно. Ну, так вот, царь – это русское произношение слова «кесарь». Когда Иван Грозный объявил себя царем, он объявил себя императором. Вот. Это в переписке у него постоянно видно, что, например... Это он думал, что он император. Нет, ну потому что его императором, например, признавал Карл V. Ага. Его, так сказать, коллега старший из Священной Римской империи германской нации. У них же переписка была. И он ему писал брат император, брат кесарь. Вот, потому что ко всем остальным император обращался друг, то есть они ниже его. Только к равному он мог обратиться, как термином брат. Это можно назвать ребрендингом или, ну, все равно же вот там Романовы даже, он император и там царь польский был. Это, конечно, ребрендинг, да. Потому что все-таки мы сильно европеизировались и требовалось именно вот это самое в дипломатической титулатуре и переписке официальный европейский титул, то есть император. Хотя вообще-то царь и император это одно и то же. Потому что Гай Юлий Цезарь был императором, то есть неограниченным начальником над войсками, у него был империум, но при этом его имя в веках осталось как имя нарицательное, то есть кесарь, он же кайзер. Кайзер. Да? Ну, потому что на латыни оно тогда звучало не как кесарь, а как кайсар. И немецкое кайзер, оно максимально похоже на старолатинское произношение этого слова. Вот, друзья, мы стали чуточку умнее. Да. Продолжим. Шпага хорошая только что была, прям отличная. А пушки у них прям не очень. То, там разные. Вот это, кстати, творение Первого канала, тоже про Петра Первого, где вот это вот замедленные кадры. Усы-то у меня получше будут. Что вот такое наснимали. Тут жалко, конечно, они
пехотный строй шведский как-то странно показывают. Вот он, да. У шведов занятно было, это была последняя армия, наверное, в Европе, в мире, у которой в это время все еще в строй мушкетеров были пикиниры включены. Угу. То есть все уже, никто не пользовался пиками. Пики это длинные штуки. Да, здоровенная такая палка с гвоздем на конце. Как македонцы. Да. Но без щитов они. Да, конечно. Ну, от пульта не спасет. Поэтому, когда говорят, что вот у русских, ну это, кстати говоря, в этом фильме было про последнего императора, первого царя и наоборот, что у русских были старые ружья, которые были не такие скорострельные, как у шведов, и поэтому шведы, да, значит, наваляли под Нарвой. Я говорю, какая разница, какие они были скорострельные у шведов, не скорострельные у шведов, у них тактика была подойти максимально близко, дать 1-2 залпа и ударить в штыки и пики. Им не нужно было, чтобы она была скорострельная, не скорострельная. Они иногда просто один раз стреляли. И все. Поэтому мы могли стрелять в них сколько угодно. С любой скорострельностью. У них 1-2 выстрела было. Потом шла штыковая атака. Этот знаменитый шведский манир, когда ружье со штыком перекидывали в левую руку, а в правую выхватывали шпагу. И с двумя этими самыми пырялами шли на врага. Плюс рядом человек с пикой. Это было настолько неприятно, что мы были просто категорически к этому не готовы. Мягко сказать, неприятно. Да. А у нас что тогда было? Мы думали пострелять. У нас были пищали, да, наши? Ну, это можно фузеи, наверное, в это время уже назвать. В принципе, да, 7-8 одно и то же. Ну, в основном к тому времени это уже кремниевая пищаль с кремниевым замком батарейным. И да, и оставались еще старые фитильные. И вот наши, как эти наши? Бердыши. Бердаш. Если мы говорим про стрельцов. Ну да. Бердыши тоже еще, да, использовали. Так и воевали. Коптеров тогда уже не было. Да, уже не было. Ролик отличный, прям такой бодрый. Ну, мне тоже понравился, как он получился, плюс вот эти газпромовские кадры Первого канала. И мы еще мы цветокор подогнали все под единое. Ну, так, смотрится целостно. Бодро-бодро, вообще очень хорошо. Вот. Потом Петру несчастному первому, как говорят, пришлось колокола в пушки переливать. Это легенда. Ну, она такая не совсем легенда, потому что, ну, во-первых, да. Может, 1-2 колокола перелили? Ну, не 1-2, гораздо больше. Ну, примерно новая артиллерия, примерно процентов, наверное, на 18-17 была сделана при помощи, в том числе, переливки колоколов. Но, самое главное, они не колокола брали, хотя и колокола, конечно, тоже. Они брали запасы бронзы или олова и меди раздельно, которые хранились в монастырях для отливки колоколов. Они забирали эти запасы и из них лили, потому что колокольная бронза на пушку вообще не пойдет. То есть пушка из колокольной бронзы ее порвет. С огромной долей вероятности, потому что у них там соотношение меди и олова другое, она более твердая, ну, для того, чтобы колокол звенел. А пушка должна быть более вязкая. И, кстати, что интересно, монастыри прямо говорили: дорогой царь, вот вы нас сейчас собираетесь немножко подраздеть, а мы согласны, вы знаете, заберите все колокола, если хотите. Самое главное, не трогайте наши монастырские пушки. Потому что Петр I вполне очевидно и пушки из монастырей забирал, потому что старую пушку в новую пушку перелить легко. Зачем в монастырях пушки были? А если у тебя крестьяне восстанут? Понял. У них же было чудовищное количество крестьян. Соляной бунт. Да. Не так уж давно. И вот они говорили: колокола заберите все, а пушки, пожалуйста, не трогайте. Петр в основном пушки из монастырей вывозил. Поэтому у нас теперь нет в России колоколы, и фанты, и спрайта. Ну, самое главное, конечно, это нанесло чудовищный удар по нашей бомбардологии древней, потому что огромное количество древних пушек, которые мы могли бы сейчас исследовать, просто Петр перелил в новую артиллерию. И мы такие, ну, а может быть, поэтому там есть такое немножечко святого духа, можно так сказать, в этих пушках? Возможно. Мне бы хотелось все-таки, чтобы осталась эта артиллерия, чтобы я ее мог в конце концов руками потрогать и все померить.